Приветствую вас на YouTube-канале Дневник специалиста. Меня зовут Икрам, и сегодня обсудим вопрос оптимального выбора подрядчика для ремонта квартиры. Поскольку с необходимостью преобразить квартиру сталкиваются многие, но не все знают, с чего начать, чтобы не допустить ошибку. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете основные нюансы освещаемого вопроса. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал и активно комментируйте. Ну а мы начинаем. Всем приходится рано или поздно задумываться о ремонте своего жилья. И чем ремонт капитальнее, тем сложнее и качественно выполнить его своими руками, особенно при больших объемах. Поэтому приходится нанимать специалистов, занимающихся отделкой профессионально, так как нужны специальное оборудование, знания и опыт, который появляется только с годами работы. Ни для кого не секрет, что все стараются минимизировать стоимость работ при качественном результате. И это абсолютно нормальное желание. Поэтому перед собственником стоит выбор, кому лучше обратиться, к частным мастерам или на фирму. Эта дилемма возникает всегда, когда в скором будущем предвидится ремонт квартиры. Связано это с тем, что существуют расхожие мифы и предрассудки, которые влияют на решение, кому в итоге отдать свое предпочтение. Бесспорно, частники предлагают заманчивые цены и готовы выполнить ремонт в разы дешевле, чем любая даже демпингующая фирма. С учетом, что у частного мастера расценки бывают дешевле, некоторые делают выбор именно в пользу частных мастеров. Но вопрос, насколько выгодна эта экономия? Главное для заказчика – найти максимально выгодное соотношение цены и качества. И, конечно же, избежать, возможно, рисков брака. Некоторые думают, что в строительной фирме работают только профессионалы, а частники – это такого рода халтурщики да шабашники. Это неправильное мнение. Везде работают люди, и где работает на данный момент, например, профессиональный отделочник высокого уровня, в фирме или частником на себя, трудно сказать. То же самое относится и к таким специалистам. Узнав достоинства и недостатки каждого, вы получите ответ на свой вопрос. Немаловажно также знать, строительный рынок настолько велик, настолько же он и тесен. Частные мастера и бригады, работающие на вольных хлебах, могут брать подряды как напрямую, так и субподряды у строительных организаций, которые в свою очередь заключают договор с клиентом. Итак, разберем их типовую классификацию. Вообще в сфере ремонтно-строительных работ встречаются разные исполнители. Например, самозанятые рабочие, частные бригады, индивидуальные предприниматели и юридические лица. А также 4 основных критерия для выбора специалиста. Это цена, сроки, качество и сервис. Обо всем по порядку. Здесь, скорее всего, вы получите привлекательное предложение по цене, ведь такому мастеру нет необходимости нести постоянные издержки на управленческий персонал и на рекламу. Также самозанятый ремесленник будет говорить о своем универсальном профессионализме, что в большинстве случаев будет голословным. Человек, который выполняет физическую часть, одновременно не может обращать внимание на визуализацию своей работы, и он, возможно, что-то упустит из-за простого человеческого фактора. В связи с этим может пострадать качество, ведь без команды узкоспециализированных специалистов, наличия необходимых инструментов и набора навыков будет сложно справиться с комплексной задачей. Хорошо, если у него будет хотя бы один помощник, потому что сроки в таком случае могут затянуться. Поэтому, если вы готовы подгонять и контролировать исполнителя лично, выполняя работу прораба, а главным критерием является экономия денежных средств, то это ваш выбор. Но могу сказать, что такой вариант может подойти для выполнения однородных работ, к примеру, облицовать плиткой. Но все же вопрос о гарантии остается открытым, ведь шанс найти отличного мастера по объявлению невелик, но не исключается возможность. На первый взгляд, это самый привлекательный вариант для заказчика, ведь среди членов бригады действительно можно найти мастеров с золотыми руками. Во-первых, здесь уже возможно будет присутствовать лицо, с которым будете контактировать, так называемый бригадир с функцией прораба. Во-вторых, здесь уже возможно будет закрыта такая позиция, как сроки, ведь работы могут выполняться параллельно. При успешном поиске также будет и хорошее качество, ведь каждый ее работник должен быть узким специалистом и обладать нужными навыками и инструментами. Бригада, которая уже годами зарекомендовала себя на рынке строительных работ, будет не только стараться выполнить все качественно и в срок, ведь чем быстрее они закончат, тем быстрее получат деньги и переступят к другому объекту.
Также тут уже появится какой-то сервис. Скорее всего, будет понимание, где и какой материал лучше закупать, как организовать площадку и работы на ней. Возможно, будет опыт общения, например, с управляющей компанией и даже какая-то отчетность. Если повезло найти исполнителя со всеми озвученными критериями, частную бригаду с грамотным прорабом, отличными специалистами, наличием нужного инструмента и в дополнение с дисциплиной и здоровым отношением к работе, то стоимость тут может удивить. Ведь такие специалисты знают себе цену, и планы у них расписаны на год вперед. А если необходимо сделать ремонт экстренно, то цена будет, скорее всего, дороже, чем у любой фирмы. Но и тут есть риск наткнуться на посредника, который просто найдет выгодных для него рабочих. А шанс найти бригаду с оптимальными критериями по объявлению, так же как и в первом случае, небольшой. Фирма должна соответствовать всем 4 критериям. Тут уже должны предложить актуальную цену за требуемые работы, ведь конкуренция на рынке велика и цены на услуги постоянно меняются. И фирме, чтобы успешно вести свою деятельность, необходимо следить за актуальностью цен. Фирме невыгодно не соблюдать сроки, ведь в договоре прописаны штрафы за их невыполнение. Рабочих у фирмы больше, и на объект должны выводиться максимально необходимое количество специалистов, чтобы работы осуществлялись несколькими бригадами. Что касается качества, то компания должна осуществлять контроль за своей деятельностью, потому что фирма дорожит своей репутацией, ведь с плохим именем на рынке ей не выжить. Что касается сервиса, то он также должен быть налажен. Это и поставки материала от производителя, и наилучшая организация работ, в том числе клининг и другие. Тут в итоге можете получить чистую квартиру, в которой сразу можно жить. Ну а индивидуальный предприниматель обладает теми же возможностями, что и юридические лица, чтобы обеспечить конкурирующие условия, в том числе и по этим 4 критериям. А теперь рассмотрим, чем рискует заказчик, обратившись к частникам, и положительные стороны заключения договора с фирмой. В этом выпуске отметим отдельные моменты. Буквально некоторое время назад у владельцев квартир альтернативы не было. В то время ремонтом занимались в основном частные мастера. Найти настоящего профессионала было достаточно тяжело, а фирм, специализирующихся на ремонте квартир, было очень мало. Сейчас ситуация изменилась. В том числе существуют хорошие отделочные материалы, и теперь появился соблазн сэкономить на оплате отделочных работ. Тут следует сказать, что специалист, работающий сам на себя, просто устанавливает расценки ниже, чем у компании, занимающейся ремонтом, так как он не несет расходов, которые есть у фирм, и часто работает неофициально. И какие гарантии, если мастер вдруг просто по каким-то причинам решит бросить объект, или его отделка окажется некачественной? В случае с фирмой это исключается, так как она должна быть способна поставить другого специалиста, что поможет продолжить работу без перерыва. Стоит отдать должное, что среди мастеров, работающих в частном порядке, действительно есть специалисты экспертного уровня, но это, скорее всего, редкое исключение. Настоящие профессионалы предпочитают работать в крупных компаниях, где они получают официальную зарплату, где идет трудовой стаж и происходит отчисление в пенсионный фонд. К тому же фирма способна обеспечить стабильность заработной платы, в то время как частники зачастую сидят без работы в ожидании заказа. Что касается письменного договора, то его отсутствие ставит заказчика в положение достаточно рискованное, в случае, если, например, порча имущества или несоблюдение сроков, а также банальные ссоры с мастером. В этом случае мастер может остановить работу, да и нет никаких гарантий, что ремонт будет произведен с соблюдением всех требований, к примеру, что дорогая кафельная плитка не отойдет и не треснет, уложенный ламинат не вздуется и не разойдется по швам через несколько месяцев эксплуатации, особенно в новостройках, где у дома происходит естественная усадка и ремонт должен выполняться с учетом данного фактора. Поэтому необходимо знать, при работе с частниками надо заключить договор и прописать в нем основные виды ответственности, порядок платежей и гарантий, а также календарный план и техническое задание. Договор будет иметь такую же юридическую силу, как и в случае работы с фирмой. Отдельно отмечу подводные камни, с которыми можете встречаться во время работы частника. Цена, озвученная в самом начале, может вырастать несколько раз, так как мастер постоянно приплюсовывает дополнительные работы, например, сверление отверстий в кафеле, затирка, резка и очень много других элементов отделки. А в некоторых случаях, получив предоплату, недобросовестные рабочие могут просто-напросто исчезнуть.
Очень часто камнем преткновения становится вопрос переделок, доделок профессионалами, что выливается в двойную оплату за ремонт. Да и не все профессиональные фирмы соглашаются исправлять то, что лучше сделать по-новому. Кривые стены, неровно положенный кафель или пол, неправильно выполненная сантехразводка и так далее. Некоторые мастера, допустим, хорошо выполняющие кладку плитки, умудряются предлагать свои услуги по сантехническим работам или пытаются дополнительно заниматься электропроводкой. И сами можете представить, какой результат из этого может получиться, так как практика показывает, что нельзя быть профессионалом во многих областях одновременно. Аналогичная ситуация и с мастерами, которые стараются выполнить самостоятельно всю однородную работу, где требуются помощники, особенно при больших объемах, тем самым затягивая срок ремонта на очень долгий период. Здесь важно понимать, что мастера-универсала, выполняющего профессионально все строительно-ремонтные работы, трудно найти, если только это вообще возможно. Сантехник, стекольщик, электрик, дизайнер, штукатур, укладчик пола, установщик потолков в одном лице, да еще и работающий недорого, это сомнительно. Так какова цена ошибки при найме частного мастера, если потом начинается протечка труб, или возникает трещина, или любой другой дефект? Сможем ли найти мастера и заставить все исправить? Нелегко привлечь частника к ответственности, и он может не прийти переделывать ремонт через полгода, когда уже упадет последняя плитка. Запомните, один мастер, каким бы талантливым и ответственным он ни был, далеко может не знать на практике все тонкости капитального ремонта квартиры, то есть сделать на профессиональном уровне ремонт квартиры под ключ. По крайней мере, я на своей практике ни разу не встречал такого супер-мега практикующего специалиста, который был бы профессионалом по всем направлениям ремонта помещения. Сейчас на ремонтно-строительном рынке существует огромное количество предложений от фирм, занимающихся ремонтом. Перечень услуг постоянно растет и развивается. Высокая конкуренция заставляет предлагать потребителю все более и более высокое качество и увеличивать сроки гарантии, а также предоставлять дополнительные бонусы. Цены на отделочные работы, производимые специалистами фирм, немного выше, чем у частного мастера, и это закономерный факт. Однако, выбирая компанию, заказчики получают дополнительные гарантии, включая и профессионализм сотрудников компании. Более того, любая уважающая свою репутацию компания должна выполнять ремонт в положенный срок, и оплата производится за выполненную работу, прописанную в договоре, без скрытых дополнительных в нем пунктов. Кроме того, фирмы, как правило, проводят постоянное обучение персонала и повышение его квалификации, обучение новым технологиям, инструктажи по технике безопасности и ознакомление с законодательством в сфере строительства и ремонта. А частники могут банально не знать новых требований и нарушить закон. Да и надо знать, где искать необходимую нормативную базу, то есть иметь специальные знания. Компании обычно в договоре детально прописывают абсолютно все. Сроки выполнения работ, объем и стоимость, а также гарантию на выполненный ремонт. Не имея на руках подписанного договора, заказчик лишает себя возможности привлечь подрядчика к ответственности в случае брака или других нарушений. Также довольно часто встречается ситуация, когда заказчик пытается экономить на всем. Например, изначально хочет обратиться к частнику, но при этом желает иметь и гарантии качества выполненных работ. Частники, даже если и дают какие-то гарантии, то не всегда их могут выполнить, поскольку не всегда у них есть возможность отвлечься от текущего объекта для устранения дефектов на другом. А в компании имеется определенный штат, всегда должны быть свободные работники, которые могут выехать и исправить обнаруженный дефект в рамках гарантийных обязательств. В условиях жесткой конкуренции нормальные фирмы очень боятся потерять свое лицо, и слово «репутация» – это для них не пустой звук. Поэтому все виды работ должны производиться максимально качественно, а любые недочеты исправляются максимально быстро, плюс гарантия. Нарушение технологий – это еще один очень часто встречающийся случай, который приводит в дальнейшем к переделке работ и увеличению затрат. В этой связи следует говорить о необходимости письменно документировать стандарты качества и обеспечить их неукоснительное выполнение, ведь соблюдение стандартов гарантирует стабильность качественных показателей.
Подводя итог, можно сказать, что при поиске подрядчика для ремонта квартиры есть опасность сделать неправильный выбор. В зависимости от своего бюджета некоторые ищут вариант дешевле. Но если заказчик остановился на организации, то в первую очередь нужно смотреть, сколько времени компания работает на рынке и какие там специалисты. Но как оценить качество специалистов? Следует обратить внимание на реально выполненные работы, попросить отчет, подробное портфолио, и другие действия. Также нужно внимательно читать договор, насколько лоялен он к заказчику, правильно ли и лаконично составлен, насколько подробно прописаны пункты об оплате, о стоимости работ и о гарантиях. Также обратить внимание на твердую фиксацию цены, чтобы не получилось так: работы осмечены, цена договора вроде определена, но потом проходит время и стоимость работ меняется. Это, наверное, самое первое, что нужно сделать. И в качестве заключительного аккорда на первой стадии проверки, конечно, посмотреть реальные отзывы о компании. Таким образом, делая свой выбор между участником или строительной компанией, необходимо понимать, что самое главное – это безопасность, качество и гарантия на выполненные работы. Однако нельзя утверждать, что в компании обеспечит лучшее качество по умолчанию, а частник только испортит материалы. Бывает и так, что от фирмы работает всего один мастер-универсал, чьи навыки далеки от идеального. Есть и среди частников грамотные специалисты, но, как правило, частники представляют собой едва обученных мастеров, которые не фиксируют должным образом свои обязательства и могут допустить массу ошибок. Одни дефекты вы можете увидеть сразу, но другие через некоторое время. Чтобы обезопасить себя от нечестных и некомпетентных мастеров, чтобы ремонт не превратился в катастрофу с разрушением вашей нервной системы, чтобы не платить за ремонт дважды, гораздо разумнее сделать свой выбор в пользу проверенного подрядчика и быть спокойным во время ремонта, а также получить качество, которое будет оправдывать вложенные в него деньги. Кого выбрать, решать только вам, поскольку приоритеты все расставляют самостоятельно. Подрядчики с низкой стоимостью услуг не обязательно выполняют плохой ремонт. И договор, подписанный с компанией, не всегда является стопроцентной гарантией ремонта. Хорошо взвесьте все за и против, выбор за вами. Принять правильное решение и быть во всеоружии, надеюсь, поможет это видео. На этом я прощаюсь с вами. Все возникшие вопросы смело задавайте в комментариях. Ставьте лайк и обязательно подпишитесь на канал. До новых встреч!